Всем привет! Сегодня у нас тема опять квадроциклов, и будем говорить об тюнинге, об весе квадрика, в частности о коферах. Ну, не совсем во множественном числе, а единственном, который я приобрел. Покажу, как он устроен, как он крепится и его характеристики. Вот мой квадрик. Не так давно был приобретен для дочки, которая еще пока маленькая растет, но пока я покатаюсь. Это электрический квадроцикл фирмы Hatched, 2,2 киловатта задний привод. Вот видите, уже установлен кофер. Сейчас я покажу, как он выглядит и с чем его, как говорится, едят. Вот такой кофер, называется Shark. Модель 8030. Все вы его знаете, кто в теме, кто не знает, вот, пожалуйста, смотрите. Я сначала хотел выбрать другой. Сейчас вы видите на своих экранах его картинку. Вот такой Deluxe. У него, в принципе, объем практически такой же. Размеры чуть поменьше будут, в смысле по ширине. Высота, длина такая же. Чем он хорош? У него как бы два отделения. Основное, нижний отсек, плюс в крышке у него можно хранить какие-то вещи и закрепить там сеточкой. Ну и сверху на кофере есть типа рейлингов, на которые можно различными стяжками прикрепить груз, что очень удобно. Там большой рюкзак, например, палатку, если куда-то вы там едете, длинные удочки, естественно, которые в кофер не влезают, а вот сверху на рейлинге без проблем. Но в продаже не было, как бы на сайте был доступен, но заехал в магазин, где живем, я хотел пощупать и посмотреть, его не оказалось. Поэтому пришлось купить вот такой Shark. Итак, размер его, сейчас я вам скажу. Размер его, длина, вернее ширина 98 сантиметров, в отличие от Deluxe, у которого 90 сантиметров. А в остальном все, в принципе, то же самое. Ширина 55, высота 43. Спинка для пассажира у него имеется, очень удобно. И два шпингалета с ключами. У некоторых эти как бы замки находятся сзади квадроцикла, что не есть гуд. То есть при движении все это дело забрызгивается грязью, и как вы сами знаете, кто водитель, что в мокрую погоду, или даже в сухую по пыльной дороге вы идете, сзади идет шлейф, и все это летит назад машина, и также квадроцикла. Соответственно, замки будут плохо закрываться, придут в негодность. Так вот, шпингалеты открываются. И внутри мы видим достаточно большой объем, 88 литров. Крышка такая вогнутая. И вот здесь большой объем ящика. С боков желтые отражатели. Здесь вас будет заметно в темноте. Вот вправо-лево. И задняя сторона то же самое. Ночью светится красным достаточно ярко. Сам проверял, честно. Уже успел поездить недельку, поставил неделю назад. Все хорошо, влезает очень много вещей. Сейчас я вам для сравнения покажу свой шлем, положу туда большой. Вот он без проблем там ложится. Можно положить второй, естественно, для пассажира. Либо если вы один ездите, то положить еще кучу вещей.
Ну, расскажу вам о креплении. У этого квадроцикла у него вот такой сзади багажник. То есть не сплошная плита, там, а вот с такими упорчиками. Видите, да? Ну, либо вот был выбор покупать кофер меньшего размера, то есть чтобы влезал в эти бортики и становился. Ну, объем был бы тогда, ну, литров, наверное, так 60. Что, естественно, не хотелось терять в объеме, и поэтому купил то, что мне нравится. И варианты установки были, в принципе, несколько. Либо спилить эти самые бортики флексом. Вот здесь спилить. Здесь, естественно, спилить. Тут спилить. Ну и здесь спилить. Ну и потом, естественно, трубочки заделать, там, не знаю, жидким пластиком залить. Есть такие клеевые пистолеты, где можно то же самое залить, и чтобы влага внутрь не проникала. Ну, либо заварить, как вариант. И тогда кофер просто становится на всю эту площадку. Я не стал это делать. Может быть, со временем и сделаю, хотя маловероятно. Ну, еще вариант, как бы сюда подложить какие-то брусы, там деревянные, не знаю, пластиковые, алюминиевые, то есть сделать площадку вровень вот с этим подъемом, и на него уже установить полностью кофер. Как бы алюминиевых у меня профилей не было, толстых таких. Покупать достаточно сложно. Я как бы нахожусь в Европе, у нас капитализм, и с этим делом все плохо. Поэтому, кто смотрит сейчас мои видео из России, пожалуйста, не стремитесь в Европу. Здесь все плохо. У вас в России гораздо больше выбор. Те же коферы, скажем, Deluxe, который я хотел, мог бы без проблем купить. Здесь в Европе не купить было. Купил то, что было. Либо пришлось бы ждать около месяца. Ну так вот, я решил еще деревянные брусы не ложить, потому что, ну, со временем они как бы тоже пришли бы в негодность, пришлось бы их периодически время от времени менять. Ну и решил установить просто вот на эту как бы раму. В комплекте идут вот такие, все вы знаете, U-образные крепления с гайками и вот с такими пластинами. 4 штуки шло. Я как бы поставил кофер сюда на багажник. Примерно расположил, как он у меня должен быть. Слегка отодвинул заднюю часть, чтобы здесь как бы второй пассажир спокойно размещался и ему не мешало. То есть мы вдвоем не сидели совсем впритык-притык. Поставил кофер, взял светлый фломастер, у меня есть такой серого цвета, настройки использую, и просто снизу по трубкам провел линии. То есть определился, где будут трубки. Ну, естественно, потом кофер перевернул и просверлил отверстие, да, где мне нужно. Соответственно, 2 крепления вот на задней трубе. Труба вот так вот идет. Вот здесь. Сюда она закругляется там и идет вот здесь. И закрепил здесь еще. Просверлил дырочки, отверстия, скажем так. И поставил проушины, эти U-образные крепления. Крепления 6-миллиметровые U-образные, то есть взял сверло 6,5, просверлился и прикрутил гаечки. Гайки тоже в комплекте шли с пластиковыми такими вставками, то есть чтобы не откручивались. На U-образные крепления я делал вот такую трубочку. Сейчас покажу, как она вообще выглядит. Вот такой моток. Не знаю, видели вы, наверное, в строительных магазинах. Вот,
Внутри 8 миллиметров или 7, где-то так примерно. То есть 6-миллиметровые крепления. На крепление вполне трубочка налезает. То есть натянул я ее сначала прям практически до резьбы, а то и даже больше, отрезал ножичком и все, и вставил сюда и сверху затянул через вот эту крепежную пластину гайками. Резьба торчала, ну, U-образные самые крепления длинные, естественно, под любые багажники, как говорится. Ну и миллиметров 15, наверное, торчала. Ну, соответственно, флексом спилил. Ну, сначала тонким, конечно, срезал как бы. Потом вставил другой диск, более толстый, ну, шлифовальный, так называемый. Подшлифовал. Они, ну, немножко еще как бы наждачкой прошелся. То есть они гладенькие, без всяких заусенцев, без всего. И чтобы не цеплялись вещи, не рвались, как говорится, не приходили в негодность. Все, стоит он очень крепко. То есть шатается он даже в багажник, в принципе. То есть сам кофер стоит. То есть спокойно можно облокачиваться на нем пассажиру без проблем. Кофер пылевлагонепроницаемый. Здесь у него такая резиночка. Уплотнитель, скажем так. Все мы знаем, что как вот на окнах, на дверях клеится вот такой вот. То есть достаточно плотно. И тут он как бы такой выемка, а здесь выступ. То есть нормально все герметично. То есть любой дождь, даже ливень, никуда ничего не проникнет туда. Вот так как бы коротко об этом кофере. Shark 8030. Сейчас я камеру поставлю на штатив, сяду на квадрик и покажу, как, в принципе, выглядит на нем пассажир. Вот так выглядит пассажир на сиденье. Тут еще есть место для водителя, то есть все комфортно. Спина облокачивается в спинку, кофер не отваливается. Вот так выглядит пассажир здесь. Кофер не отваливается. Вот так вид сбоку. То есть спина нормально облокачивается. Тут, как я уже сказал, водитель без проблем. Единственное, надо будет сделать подставочки какие-то пластиковые под ноги, ну, чтобы не мешать водителю. Ну, либо просто ноги как бы чуть-чуть стукнуть в стороны. И все. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео о квадроциклах, ну и о многом другом. Буду благодарен, кто поможет развитию канала. Ссылки на донаты в описании. Всем удачи!